В Липецкой области между Чаплыгиным и Донковым есть поселок со странным названием – Лев Толстой. Это бывшая станция Остапова. 31 октября, 13 ноября по новому стилю 1910 года вечером здесь, как всегда, остановился поезд, шедший из Смоленска в Козлов, нынешний Мичуринск. К начальнику станции Ивану Азолину подошел мужчина. Он представился доктором Маковицким и спросил, не найдется ли комната для заболевшего пассажира. Этим пассажиром был Лев Николаевич Толстой, который за несколько дней до того покинул Ясную Поляну, побывал в Оптиной пустыне и Шамардинском монастыре, а теперь ехал на юг. Но не доехал. В пути 82-летний писатель тяжело заболел воспалением легких. Вместе с дочерью Александрой и врачом Душиным Маковицким он сошел на станции Остапова. Изумленный Азолин распорядился немедленно приготовить для Толстого лучшую комнату в своей квартире. Толстой еще чувствовал себя достаточно бодро, даже попросил поставить кресло в комнату для работы. Здесь писатель провел свои последние дни, здесь и умер 7 ноября, 20-го по новому стилю. Сейчас весь дом начальника станции – это музей, а его основателем, по сути, стал сам Азолин. После смерти Толстого он оставил комнату в полной неприкосновенности. Много лет эту комнату хранили другие начальники станции, а потом, в 1946-м, все здание стало полноценным музеем. Здесь много интересного, есть и подлинные вещи Толстого, в которых он ушел из дома, рубаха, носки, и кровать, на которой провел последние дни Лев Николаевич. Сохранился даже кусок обоев, на которых нарисован его профиль. Раньше на доме была укреплена мраморная доска, которую начальник станции заказал сам. Теперь и она экспонат, а на доме висит табличка поновее. Весть о болезни Льва Николаевича моментально облетела весь мир. Остаповский телеграф еще никогда не был так перегружен. В газетах ежедневно публиковались отчеты о состоянии здоровья писателя. На небольшую станцию Остапова начали прибывать как журналисты, так и просто почитатели творчества Толстого. Начальнику станции пришлось выделить несколько вагонов для размещения приезжающих. Теперь вся эта станция, по сути, стала музеем. Все здесь подчинено памяти Толстого. Стоит старинный паровоз, сохранились все станционные постройки. Приехав сюда, попадаешь в мир дореволюционной железной дороги. На стене станции висят старинные часы, которые показывают время смерти Толстого – 6 часов 5 минут утра. Не сохранилась только круглая розовая водонапорная башня, которая обрушилась в 2019 году. Соседняя, продолговатая, уцелела, но вот она-то построена позже, и Толстого не застала. Областные власти обещали башню восстановить, а пока на ее месте пустой газон. 9 ноября гроб с телом Льва Николаевича Толстого отправился из Остапова на станцию Козлова-Засека, ближайшую к Ясной Поляне. Сколько через эту станцию прошло народу, ездившего к Толстому в гости, и не сосчитать. Репин, Шишкин, Короленко, а уж Толстых и их родни и вовсе без счета. Толстые, живя в усадьбе, сами частенько сюда ездили или ходили. Получать почту, встречать гостей. Поснимать здесь теперь вряд ли удастся. Гостей встречает грозная запретительная табличка. Но ничего. Мы тут и раньше были, есть старые запасы кадров, а на станции ничего с тех пор не изменилось. Ранним утром 9 ноября 1910 года здесь была огромная толпа людей. Читатели, почитатели, крестьяне из окрестных деревень. Встретив траурный поезд, все пошли сопровождать гроб с телом Толстого в Ясную Поляну. Лев Николаевич вернулся домой. В Яснополянском доме на первом этаже гроб выставили для прощания. Поток людей не иссякал. Только к часу дня гроб понесли к лесу, который назывался Старый Заказ. Толстой завещал похоронить себя именно там и велел обойтись без каких-либо памятников. Теперь у простого холмика, всегда покрытого свежими хвойными лапами, зона тишины. Гости усадьбы молча стоят и смотрят. А чуть в стороне гиды негромко рассказывают легенду о зеленой палочке, при помощи которой Толстой в детстве мечтал сделать счастливым весь мир.